Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный торт «Карамельный вулкан». Торт получается воздушным, легким, с изумительно вкусным сочетанием карамельного мусса, карамели, нежных очень, тающих во рту коржей. Готовится этот торт несложно. Готовить буду ручным миксером. На большую компанию торт большой буду готовить. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, для бисквита я разделяю 6 яиц на желтки и белки. Яйца здесь я использую среднего размера. Весом без скорлупы каждое яйцо примерно по 50 грамм. Яйца комнатной температуры. Бисквит получается очень легким, воздушным, и в то же время он тает во рту. Он практически не требует пропитки, его можно кушать как самостоятельный десерт. Итак, к 6 белкам я отправляю щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара и взбиваю до состояния такой пивной пены. Сейчас в белки я добавляю от 180 грамм сахара, общая масса сахара 180 грамм, примерно 1/3. И добавляю также туда 30 грамм кукурузного крахмала. И все это сейчас буду взбивать примерно около 3 минут, чтобы масса стала пышной, но в то же время, чтобы она у нас не была перевзбита. То есть вот пики такие достаточно хорошо подрагивающие, они не должны быть такими монолитными. Глянцевая красивая меренга. 6 желтков я начинаю взбивать и добавляю туда весь оставшийся сахар. Когда я добавила весь сахар, повзбивала я желтки примерно около 3 минут также. Добавляю туда 60 грамм без запаха растительного масла и 90 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю, ни в коем случае ничего дальше не взбиваю. Все это перемешала. Теперь добавляю всю желтковую смесь к белкам. Также аккуратно перемешиваю. Перемешиваю также я миксером. Ничего не взбиваю дальше. Вот такая пышная яичная масса у меня в итоге получилась. Теперь я уже прекращаю взбивание миксером и могу просеивать туда муку и немного разрыхлителя. Все со дна обязательно достаем еще раз лопаткой, перемешиваем аккуратно, чтобы ничего на дне у нас не оставалось. Теперь я просеиваю туда 210 грамм муки порциями и аккуратно вмешаю сейчас большим венчиком. Удобно очень большим венчиком вмешивать. Можете также лопаткой круговыми движениями вмешивать всю сухую смесь. Добавляю туда также 6 грамм разрыхлителя для теста. Разрыхлитель всегда необходимо просеивать, какого бы качества он ни был, потому что комочки разрыхлителя в тесте, если будут попадаться, это нельзя допускать ни в коем случае. Также перемешиваю все аккуратно крупным венчиком. Вы же можете, опять же скажу, лопаткой перемешивать. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз, без конвекции. Сейчас половину от этого теста я вылью в форму. Форма здесь у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы же можете выпекать в круглой форме 26 сантиметров в диаметре. И сейчас приготовим какао для второй оставшейся части нашего теста. 20 грамм какао, обычный какао-порошок у меня здесь не алкализованный, и 60 миллилитров горячей воды, можно сказать кипятка. Какао очень быстро заваривается, и перемешиваю все досконально и добавляю к оставшемуся тесту. Здесь я делаю такой шоколадно-ванильный бисквит, чтобы собой он не заглушал всю начинку нашу такую нежную, красивую. Будет очень вкусно, и шоколадной будет нотка, и ванильной в этом бисквите. И очень красиво будет смотреться в разрезе тортик. Сейчас я аккуратно выливаю всю эту смесь очень бережно на белый слой теста, распределяю. Вот так прохожусь вилкой сейчас, чтобы были такие узоры у нас внутри. И сразу же ставлю выпекаться. Выпекать я буду примерно 30-35 минут при температуре 170 градусов на среднем уровне без конвекции. А в это время я приготовлю карамель.
Здесь у меня 200 грамм сахара. Я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться. Из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5-2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. Бисквит у меня испекся, я ему дала полностью остыть в форме. Сейчас, как только он уже остыл, я его извлекаю из формы. Я его вот так выкладывала на решетку, чтобы полностью он стал более плоским. Я сейчас срежу вот эту вот часть верхнюю, вот эту шапочку, ее можно будет использовать для обсыпки торта по бокам. Сверху также ей можно посыпать, все на ваше усмотрение. Корж этот получается незабываемо вкусным. Как я уже сказала, его можно кушать и подавать как самостоятельный десерт. Он в принципе не требует пропитки, он получается воздушным и в то же время влажным и сочным. Я очень советую приготовить, кто просто хочет к чаю своим близким подать какой-то вкусный вот такой кекс или десерт. Срезаю сейчас шапочку, она мне не понадобится, потому что я хочу, чтобы у меня слои были ровными в торте. И буду готовить дальше начинку. Итак, коржи уже обязательно нужно приготовить заранее, потому что далее у нас будет муссовая начинка, содержащая в себе желатин. Для этого я беру 18 грамм желатина, 220 блюм, 100 грамм миллилитров холодной кипяченой воды для приготовления желатина. Сразу же перемешиваю и оставляю его набухать. Карамель у меня остыла уже до комнатной температуры. Здесь у меня 500 миллилитров охлажденных сливок для взбивания жирностью не менее 30%. Также я добавляю туда 300 грамм охлажденного творожно-сливочного сыра, 250 грамм пастообразного творога охлажденного. Если у вас нет пастообразного творога, обычный творог следует пробить блендером. И от общей массы карамели, внимание, я добавляю туда примерно 2/3, от половины до 2/3, вот такое вот количество. И все это я сейчас взбиваю до мягких пиков, ни в коем случае не до устойчивого состояния. Сначала будет казаться, что карамель не расходится, но она вся разойдется в этой массе. Желатин я растопила импульсами в микроволновке и добавляю туда сразу всю желатиновую смесь. Ничего здесь не жду. Взбивать здесь ничего не нужно. Следует здесь просто размешать до полного растворения желатина в массе. И сразу же на готовый корж я выливаю всю эту массу. Ничего ждать здесь нельзя, потому что масса очень быстро фиксируется благодаря желатину. Оставшуюся карамель я сейчас перекладываю в кондитерский мешок и отсаживать ее буду вот таким образом, которым я сейчас вам показываю. Для чего я это все делаю? Для того, чтобы в каждом кусочке торта карамельные подтеки, чтобы они не общей такой лавиной выливались из торта, это не всегда красиво получается, а вот именно каждый подтек будет иметь свое место, и каждый будет отдельно от других вот этих вот потоков карамельных будет выливаться из начинки. Здесь, заметьте, срезала я уголок у кондитерского мешка примерно в
5 мм. Если вы не уверены в качестве своего кондитерского мешка, потому что карамель такая начинка очень твердая и она тяжело выходит всегда из мешка, лучше здесь взять плотный очень пакет для замораживания продуктов вместо кондитерского мешка. Накрываю все это коржом, который был у нас дном при выпечке, пропитываю. В качестве пропитки я здесь использую 50 мл молока. Именно для этого коржа. Заметьте, что нижний корж я не пропитывала. Делала я это намеренно, потому что начинка очень влажная. Начинка пропитает полностью весь нижний корж. На него и без того идет большая весовая нагрузка здесь. Убираю в холодильник минимум на 4 часа. Прошло у меня это время. Я достала торт из холодильника. Снимаю с него форму, он прекрасно держит уже форму. Можете также все это делать в круглой форме. Для крема для украшения сливочного я беру 200 мл охлажденных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, 15 грамм сахарной пудры и 8 грамм загустителя для сливок. И все это сейчас взбиваю до устойчивых пиков. Вместо этого крема вы можете также покрыть этот торт любым другим кремом. Можете оставить его так, как есть, не покрывать его сливочным кремом. Со сливками просто он будет гораздо более нежным. Вы можете отвешенную сметану для этого крема использовать вместо сливок. Итак, перекладываю все в кондитерский мешок, чтобы мне было просто удобнее отсаживать это уже на корж. Как я уже сказала, что вы можете сделать этот торт круглым, в круглой форме 26 см в диаметре. Если у вас нет таких форм, вы не хотите делать такой крупный торт, все эти ингредиенты следует разделить надвое и сделать маленький тортик 18 см в диаметре. Посыпаю здесь просто шоколадной крошкой. Здесь примерно 50 грамм шоколадной крошки мне понадобилось. Разрезается прекрасно этот торт, и смотрите, каждый подтек на своем месте. Не общей лавиной все это сливается у нас, как это обычно бывает при карамельных начинках, а вот именно как лава стекает с вулкана, так и карамель здесь стекает каждый из своей ячейки. Торт получается необыкновенно вкусным. Его следует приготовить, чтобы понять вот его вкус. Торт получается очень нежным на вкус, легким, воздушным. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.